Здравствуйте, с вами канал Пластмассовый енот, канал от ИПА и не только. Сегодня в видео мы поговорим о 7 наиболее распространенных видах пластика, а также о их преимуществах и недостатках. В настоящее время существует огромное множество видов пластика, но какой именно из них подходит для вашего продукта? Ответ зависит от желаемых форм и функций продукта, который вы собираетесь производить. Давайте рассмотрим первый вид пластика, и это полиэтилен. Один из наиболее распространенных полимеров. Обычно он белого цвета, но если его разогреть и растянуть, он станет прозрачным. Полиэтилен бывает разным в зависимости от температуры и давлений, которые применяют при полимеризации газа этилена. Получают ПВД, полиэтилен высокого давления, или ПНД, полиэтилен низкого давления. ПВД менее плотный, прозрачный и очень эластичный, имеет большое количество поперечных связей молекул, что делает его устойчив к разрывам. ПНД более прочен, имеет поперечную структуру связи между молекул, поэтому при проколах пакет может легко разорваться, при сминании пакет шуршит и легко образует залом. Полиэтилен устойчив к химическим веществам, а также к холодным материалам. Типичным продуктом из полиэтилена относятся различные пленки с гладкой и пузырчатой поверхностями, пластиковые трубы и другие части для трубопровода, пакеты, ленты для упаковки, крышки, емкости для хранения жидкостей, а также для бытовой химии, мебельная фурнитура, игровушки и сувенирная продукция, материал для теплоизоляции и так далее. Один недостаток: полиэтилен является не таким термостойким, как полипропилен. Полипропилен – это тип пластика, очень похож на вышеупомянутый полиэтилен, но обладает рядом преимуществ, таких как повышенная твердость и термостойкость, а также он устойчив к химикатам и коррозии. Его часто используют для бытовой техники, такой как пылесосы и кофеварки, а также детали приборной панели вашего автомобиля. Еще одно свойство полипропилена – низкая паропроницаемость. В дополнение к хорошим изоляционным параметрам, этот материал также отличается высокой воздухопроницаемостью и отсутствием влагопоглощения. Благодаря этому изготовленные из него канистры, бутылки, чемоданы и различные другие изделия обладают оптимальной влагостойкостью. Полипропилен также не имеет запаха и относительно прост в переработке. Один недостаток – он неустойчив к неполярным жидкостям, включая бензол, метилхлорид или 4-хлористый углерод. Полиамид – это один из наиболее распространенных видов инженерного пластика, другое его название – капролон или нейлон. Его химическое название – ПА. Этот пластик легко поддается механической обработке и широко применяется вместо бронзы, латуни, алюминия, а также стали в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Литьевые полиамиды применяются для изготовления различных конструкций и изделий для электроизоляции на термопластавтомате. Готовая продукция может использоваться при широком диапазоне рабочих температур от минус 60 до плюс 70, без утраты механических свойств. Из полиамидов, получаемым литьевым способом, изготавливают втулки и ролики, дисковые кулачки, подшипники скольжения, планки, зубчатые колеса, оборудование для пищевой, медицинской, химической и электротехнических отраслей, уплотнители для гидро- и пневмоустройств, электроизолятор. Это прочный тип пластика, хорошо подходящий для тяжелого оборудования, такого как сверлильные станки и детали двигателей. Он обладает высокой термостойкостью. Недостатком полиамида является то, что он может впитывать жидкости как губка, в отличие от поликарбоната. Поликарбонат характеризуется уникальным сочетанием ударопрочности, оптической прозрачности, жесткости и сопротивления деформации. Кроме того, поликарбонат демонстрирует превосходные электрические свойства. Поликарбонат является аморфным и прозрачным. По своему внешнему виду он напоминает стекло, очень прочный и прозрачный, что делает его идеальным кандидатом для уличных фонарей и автомобильных фар. Поликарбонат может быть армирован стекловолокном для еще большего повышения прочности. Поликарбонат пригоден для литья под давлением, так и для экструзионно-выдувного формования. Полиоксиметилен, он же ПОМ, полиэцеталь, формальдегид, самосмазывающийся инженерный пластик, получаемый полимеризацией формальдегида. Полиоксиметиленовый пластик, он обладает таким замечательным свойством, как самовосстановление. И действительно, он может смазывать сам себя и сохранять свою форму.
Метод обработки для полиоксиметилена – литье под давлением, экструзия, формирование с раздувом или ротационное формирование. Популярность этого полимера объясняется его свойствами. Полиоксиметилен не изменяется под воздействием агрессивной среды, его используют в контакте со слабыми кислотами, маслами, органическими растворителями и щелочами. Материал не впитывает жидкости, его водопоглощение составляет всего лишь 0,20. Также он является абсолютно безопасным для человека. Благодаря этим качествам полиоксиметилен служит исходным материалом для высокоточных деталей, работающих в тесном контакте с человеком в агрессивных средах, в воде, в постоянно скользящем движении, при экстремальных температурах и высоких нагрузках. Он пригоден для использования в медицинской и пищевой промышленности, применяется для изготовления высокоточных деталей с малым допуском. Поставляется полиэцеталь в стержнях, пластинах или втулках. Если есть потребность в высокотехнологичном полимере конструкционного назначения, этот материал незаменим. Терефталат ПЭТ или ПЭТФ – это термопластичный полимер, являющийся самым распространенным среди полиэфиров. ПЭТ-материал обладает прозрачностью, высокой прочностью, хорошей пластичностью, причем в нагретом и в холодном состоянии, химической стойкостью и экологичностью. Пожаростойкость, класс B1. ПЭТ не поддерживает горение, но под воздействием открытого огня плавится, образуя капли. При литье под давлением ПЭТ переходит в прозрачное состояние при нагреве до температуры стеклования и остается в нем при резком охлаждении и быстром переходе через зону кристаллизации. Изделия из ПЭТ используются в пищевых, химических отраслях, медицине, фармацевтике, косметологии, машиностроении, прочих сферах. Сырье применяется при производстве следующих товаров: емкости, полиэтиленовые пленки, изоляции, упаковки для продуктов и других потребительских товаров, архитектурно-строительных конструкционных элементов, рекламной продукции и других. Полиэфирное волокно – это синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных. Применяется, например, в производстве различных тканей, искусственного меха, канатов для армирования шин в качестве утеплительного материала. В этом видео мы кратко рассмотрели 7 основных видов пластика. Новые полимеры и компаунды на рынке появляются очень часто, поэтому поиск необходимого материала для вашего производства превращается в челлендж. Выбор правильного материала требует тщательного понимания конечного продукта. В описании к видео мы прикрепим ссылку на перечень вопросов, который поможет определить, какой именно материал вам необходим. Если это видео вам было полезным, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал вот здесь снизу.